Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы разберем, как вязать вот такие пинетки-сандалики. Самое главное, что вяжутся они очень быстро. Не забывайте ставить лайк, чтобы не потерять это видео. Давайте приступим. Для одного сандалика нам нужно 2 подошвы, чтобы наша подошва была более устойчивая. Размер подошвы у нас будет 10 сантиметров. Вязать я буду из вот такой вот пряжи крючком 2,5 миллиметра. От какого производителя эта пряжа я не помню, но знаю точно, что это стопроцентный хлопок. И нитка в этой пряже довольно такая плотная. Ну что, давайте начнем вязать подошву. Делаем начальную петлю. И набираем 15 воздушных петель. Пятнадцать воздушных петель я набрала. Одну воздушную петлю пропускаем и во вторую вяжем столбик без накида. Таким образом вяжем 6 столбиков без накида. Так, 6 столбиков без накида я провязала. Дальше будем вязать один полустолбик. Делаем накид и провязываем все 3 петельки вместе. Это полустолбик. Дальше вяжем 6 столбиков с накидом. Шесть столбиков с накидом я провязала, у нас осталась еще одна воздушная петля, и в эту петельку вяжем еще 7 столбиков с накидом. Семь столбиков с накидом я провязала в одну петельку. Дальше вяжем 6 столбиков с накидом в каждую петельку. Второй столбик с накидом. Так. Второй столбик с накидом. Третий. Шесть столбиков с накидом провязали, теперь вяжем один полустолбик, накид и провязываем все 3 петельки вместе. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. Провязываем 6 столбик без накида и в эту же петельку вяжем еще 3 столбика без накида. И у нас получается в одной петельке 4 столбика без накида.
Так, вот у нас первый ряд готов. Дальше делаем 2 соединительные петли. 1 и 2 в следующую петельку. Так, все. Делаем 3 воздушные петли и начинаем второй ряд вязания. Для этого вяжем 12 столбиков с накидом. Каждую петельку. 1, 2. Встретимся с вами, когда провяжем 12 столбиков с накидом. 12 столбиков с накидом я провязала. Теперь будем делать прибавление. В каждую петельку по 2 столбика с накидом. Таким образом у нас получится 7 прибавлений. Первое прибавление сделано. Теперь вяжем второе. В одну петельку 2 столбика с накидом. Третью петельку 2 столбика с накидом. Четвертую петельку 2 столбика с накидом. Пятую петельку. Шестую. И делаем еще одно прибавление. Так, и делаем последнее, 7-е прибавление. В одну петельку 2 столбика с накидом. Провязали. Дальше провязываем 13 столбиков с накидом до следующего прибавления. 13 столбиков с накидом я провязала. Теперь будем делать прибавление. На пяточке у нас будет 5 прибавлений. В одну петельку 2 столбика с накидом. Одно прибавление мы сделали. Теперь вяжем второе. Точно так же в одну петельку 2 столбика с накидом. Пять прибавлений сделали. Теперь делаем соединительную петлю. И второй ряд подошвы готов. Дальше будем вязать третий ряд. Набираем 3 воздушные петли. И вяжем 13 столбиков с накидом до прибавления. 13 столбиков с накидом я провязала. Теперь будем делать прибавление. В одну петельку вяжем 2 столбика с накидом. Так. Теперь в следующую петельку вяжем 1 столбик с накидом. Теперь будем вязать снова в следующую петельку 2 столбика с накидом. Таким образом у нас получится 7 прибавлений. В следующую петельку 1 столбик с накидом. Дальше в следующую 2 столбика с накидом. В следующую 1 столбик с накидом. В следующую 2 столбика с накидом. Дальше в следующую 1 столбик с накидом. Так, все, я сделала 7 прибавлений.
Теперь будем дальше вязать до следующего прибавления 14 столбиков с накидом. 14 столбиков с накидом я провязала. Теперь будем делать прибавление. Так же, как и делали. В одну петельку 2 столбика с накидом. В следующую петельку 1 столбик с накидом. Дальше снова в следующую петельку 2 столбика с накидом. В следующую петельку 1 столбик с накидом. И так у нас должно получиться 5 прибавлений. Все, прибавление я сделала. Теперь будем вязать соединительную петельку. Все, подошва у нас готова. Делаем еще одну петельку и будем отрезать ниточку. Теперь нам нужно связать таких еще 3 подошвы для 2 пинеток. Если у вас подошва получилась меньше, чем 10 сантиметров, просто в начале воздушных петель набирайте больше, не 15, как мы набирали, а, например, 17 либо 19. Прибавления у вас будут точно такие же, как здесь, только по бокам будет больше столбиков с накидом. Вот и все. Дальше мы будем вязать заднюю часть нашего сандалика. И еще немаловажный момент. Подошву нужно держать лицевой стороной вверх. И вязать мы будем с лицевой стороны. У меня нитки это 100% хлопок молочного цвета. Давайте приступим вязать. Будем вязать вот эту вот часть. Так, вот здесь вот я закончила вязать 3-й ряд подошвы. И от этого места будем ориентироваться. Отсчитываем 4 петельки. 1, 2, 3, 4. И будем начинать вязать с 4-й петельки. Так, продеваем за одну петельку. Не за целую петельку, а за одну сторону петельки. Давайте приступим вязать. Так, делаем петельку. И продеваем в одну сторону петлю. Вот сюда. Отсчитываем 4 и начинаем вязать. Делаем 3 воздушные петли. Мы будем вязать столбики с накидом в одну сторону петельки. И всего у нас должно получиться 23 столбика с накидом, и плюс 3 воздушные петли у нас получится 24 столбика с накидом. Итак, вяжем самостоятельно. Встретимся, когда уже провяжем полностью ряд. Вот я провязала первый ряд столбиками с накидом. Второй ряд мы будем вязать столбиками без накида. Сразу же в первую петельку мы вяжем столбик без накида. Без воздушных петель сразу столбик без накида. Итак, вяжем 24 столбика без накида.
Второй ряд столбиками без накида я провязала. Теперь будем вязать третий ряд столбиками с накидом. В первой петельке делаем столбик без накида и еще 2 воздушные петли. Вот так. И дальше вяжем столбиками с накидом. Вяжем столбиками с накидом до конца ряда. Встретимся с вами, когда провяжем ряд. Третий ряд столбиками с накидом я провязала. Теперь будем вязать четвертый ряд столбиками без накида. В первую петельку вяжем столбик без накида. И так провязываем до конца ряда столбиками без накида. Давайте уже провяжем самостоятельно. А нам еще останется 2 ряда. Провяжите столбиками без накида, потом столбиками с накидом ряд и еще один ряд столбиками без накида. И всего у нас должно получиться 6 рядов. Давайте будем вязать самостоятельно. Закончим этот ряд и еще провяжем 2 ряда. 6 рядов я провязала. Теперь будем вязать для левой и правой пинетки застежки. Застежки вяжутся немножко по-разному, левый и правый. Поэтому давайте начнем. Сейчас я покажу, как вязать застежку для левой пинетки. Нитку, как видите, мы не отрезаем. И сейчас нам нужно набрать 26 воздушных петель. Обязательно вот так вот сандалик переверните, чтобы потом было удобно вязать дальше. Вот так. Набираем 26 воздушных петель. Если вы начнете вязать воздушные петли с внутренней стороны, то застежка у нас будет перекрученная. Итак, 26 воздушных петель я набрала. Смотрите, чтобы воздушные петли были не перекручены. Пропускаем 3 воздушные петли. И в четвертую вяжем столбик с накидом. И так вяжем до конца нашей цепочки столбиками с накидом. Все воздушные петли я провязала. Теперь дальше начинаем вязать столбики с накидом. Это у нас получается 7 ряд. И вяжем так до конца ряда. Все я провязала. У нас получается такая цельная застежка. Делаем петельку и отрезаем нитку. Все, застежка для левой пинетки готова. Вот. Сейчас давайте начнем вязать застежку для правой пинетки. Итак, чтобы связать застежку для правой пинетки, нам нужно провязать сейчас так, разворачиваем вязание и вяжем столбиками с накидом ряд. Делаем столбик без накида, 2 воздушные петли и вяжем столбиками без накида до конца ряда. А дальше будем вязать застежку. До конца ряда я провязала. Сейчас будем вязать
26 воздушных петель. Так же, как и в левой пинетке. Пропускаем 3 воздушные петли и вяжем столбиками с накидом до конца воздушных петель. Все воздушные петли я провязала. Сейчас будем делать соединительный столбик. Вот так. Вот сюда. И у нас опять же получится такая цельная застежка. Вот видите? Делаем еще петельку и отрезаем нитку. Вот эти все нитки у нас потом спрячутся. Все, застежка готова. Вот как выглядят застежки для левой и правой пинетки. Дальше нам нужно обвязать будет заднюю часть. Делаем петельку. Будем начинать обвязывать вот отсюда. Продеваем петельку и будем обвязывать соединительными столбиками. Можно, конечно, обвязать столбиками без накида, а можно и соединительными столбиками, как кто захочет. Я буду обвязывать соединительными столбиками. Все, я все провязала, обвязала. Вот как получается. Ниточки эти я спрятала. Осталось только пришить сюда вот пуговичку. Таким образом обвязывайте и второй сандалик. Сейчас будем вязать переднюю часть для левой пинетки. Так, находим между первым и вторым рядом петелечку, которую будем подцеплять ниточку. Вот смотрите, вот находим, где делали первое прибавление, и между этими прибавлениями вот так вот продеваем крючок. Вот. Посмотрите, главное здесь не перепутать для правой и левой пинетки переднюю часть, с какой стороны вязать. Вот как для левой берете правее первого ряда. Ниточку вот так вот складываем пополам. Так, и начинаем вязать. Продеваем крючок. Продеваем петельку. И будем вязать вот такой вот сдвоенной ниточкой. Не одной ниткой, а сдвоенной. Набираем 6 воздушных петель. Нитку сильно такую длинную не оставляйте для сдвоенной такой, а покороче. Потом все равно мы начнем вязать одной ниткой. Это только для начала нам нужно. Вот эту нитку потом вот так. Вниз просто опустите и все, потом спрячем. И начинаем вязать 2 столбика с накидом.
Смотрите, отсчитываем 3 петельки и в четвертую начинаем вязать. Первый столбик с накидом и второй столбик с накидом в эту же петлю. Так, смотрите, 3 воздушные петли будут считаться за один столбик с накидом. Сейчас разворачиваем вязание и начинаем вязать 3 столбика без накида. Первую петельку столбик без накида, во вторую и третью. Вот сюда, где мы набирали воздушные петли. Так, разворачиваем вязание. Теперь будем делать прибавления. В начале ряда и в конце ряда будут 2 прибавления. Итак, начинаем вязать третий ряд столбиками с накидом. Так, провязываем первую петельку столбик без накида и 2 воздушные петли. Теперь в эту же петельку еще один столбик с накидом. Дальше провязываем столбик с накидом. Следующую петельку столбик с накидом и еще будем вязать один столбик с накидом в эту же петлю. Таким образом у нас получается 2 прибавления в начале и в конце ряда. Разворачиваем вязание и вяжем 5 столбиков без накида. Давайте дальше провяжем самостоятельно. В рядах, где столбики с накидом, мы будем делать прибавления в начале и в конце ряда. Дальше будем вязать ряд столбиками без накида. И так вяжем до тех пор, пока у нас не получится 9 столбиков без накида. Все, я провязала, прибавление сделала. Всего у меня получилось 8 рядов, 4 столбика с накидом, где мы делали прибавление, и 4 столбика без накида. Начала я вязать, где у меня получилось 9 столбиков без накида. Прибавление больше делать не будем, и 9 ряд вяжем столбиками без накида. Девятый ряд столбиками без накида я провязала. Теперь будем делать дырочки для застежки. Делаем столбик без накида, 6 воздушных петель. Так, делаем накид, отсчитываем 3 петли и в четвертую вяжем столбик с накидом. Пятую тоже делаем столбик с накидом и в шестую столбик с накидом. Так у нас получается 3 столбика с накидом. Вяжем 7 воздушных петель и делаем соединительный столбик в конце ряда. Вот так. Разворачиваем вязание и будем обвязывать вот эти вот дырочки. Вяжем 6 столбиков без накида, вот так вот, за всю цепочку. Так, шестая. Теперь, где вязали столбики с накидом, туда тоже вяжем столбик без накида. 1, 2, 3. Следующую дырочку тоже вяжем 6 столбиков без накида.
Так, делаем соединительную петлю. Вот как выглядят наши дырочки для застежки. Делаем еще одну петельку и отрезаете ниточку. Вот как выглядит наша передняя часть. Вот здесь можно тоже обвязать, это по желанию. Вот смотрите, как выглядит левая и правая пинетка. Главное здесь не перепутать ничего. Вот эту нитку прячем в подошву. Вот сюда. В этой пинетке я уже все спрятала. Сейчас нам нужно связать, точнее привязать двойную подошву. Вот так вот мы будем связывать две подошвы вместе. Можно еще добавить подкладку из фетра, как сделаю я, можно не добавлять. Все по вашему желанию. Но мне так больше нравится. Так, давайте приступим. Так, смотрите, вот где мы делали прибавление. От наших прибавлений отсчитываем 4 петельки и в пятую будем продевать ниточку. И здесь тоже отсчитываем 4 петельки от прибавления. И вот это вот пятая будем продевать тоже нитку. Вот так. Так, смотрим, что будет все ровненько. Ну, оно таки, в принципе, и будет. Вот эту нитку, в принципе, можно не подтягивать вот так, а спрятать в подошву. Вот этот вот, который остался. Кончик ниточки. Вот так. И давайте обвязывать. Мы тоже делаем соединительными такими столбиками в каждую петелечку. Вот я немного провязала. Сейчас я буду внутрь подошвы ложить подкладку из фетра. Кто вяжет без фетра, можете дальше продолжать вязать, обвязывать. Я вот так кладу подкладочку. Выравниваю все. И продолжаем дальше обвязывать.
Я довязала до задней части. Теперь смотрите, в задней части здесь у нас только в верхней подошве одна петелька. Мы продеваем крючок в эту одну петельку и в целую петельку нижней подошвы. Я почти провязала. Осталась еще одна петелька. Вот смотрите, какая подошва у нас получается. Задняя часть. Все аккуратно. Итак, еще в одну петельку, с которой мы начинали вязание, сделаем соединительную петлю. Теперь будем прятать вот эти вот петельки и ниточки оставшиеся. Вот так. Теперь делаем петельку и отрезаем нитку. Так, эту нитку мы сейчас спрячем в подошву. Почти пинетка готова, остались всего лишь маленькие детали: пришить пуговицу и украсить переднюю часть. Можно связать цветок и пришить сюда, как сделаю я, либо там может пайетками, какими-нибудь бусинами. Сандалики готовы. Я пришила пуговицу. Вот, смотрите, пришила цветок и все. Красота готова. Я уверена, у вас тоже получилось связать такие пинетки. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи!